На протяжении многих столетий Беларусь была ареной военных действий. От надвигающихся опасностей люди прятали все самое ценное, что у них было, или в мирное время откладывали на черный день. Отыскать вещевые клады сегодня удается нечасто, куда чаще встречаются монетные. И за последние 200 лет на территории Беларуси было найдено более 1000 различных кладов. Так где же в Гродно находили клады? Давайте я вам расскажу. Клады люди искали всегда, и занятие это было рискованное. Всегда находился тот, с кем надо было делиться. Известна история кладоискательства на гродненских землях еще со времен короля Жигемонта III. К нему за разрешением искать клады обратились местные жители. Ответ короля был дан в письменной форме. Был датирован 8 марта 1588 года и содержал следующее. Николай Дуляцкий должен вместе с подданными нашими Федором и другими помощниками, где посчитает нужным, собственной ценой копать и искать сокровища. Однако делать это без ущерба для посева зерна. Часть найденных золота, серебра и денег или жемчуга, или дорогих камней они должны в королевскую казну отдать. Так что делиться надо было даже с королем. Много кладов в городе Гродно было найдено, и в основной своей массе это были клады, спрятанные узниками гетто со времен оккупации города, хотя порой находили и более древние находки. Как, например, за домом по современному адресу Ленина, 19. Он вошел в историю тем, что в его дворе на огороде жителя дома Залевского в конце 1931 года был найден двуручный меч XIV века. Причем меч был найден на глубине 2 метра. И вот и отсюда вопрос. Проведем небольшой психологический тест. Прям оговорка по Фрейду у нас с вами будет. Итак, как вы думаете, для чего в огороде дома Марии Залевской копали яму глубиной 2 метра? Версии, собственно, 3. Первая – закапывали труп. Вторая – закапывали клад. Третья – копали выгребную яму. Итак, если вы ответили один, как и я, вы очень любите детективы. Если ваш ответ был про клады, то вы любитель приключений. И если третий – про выгребную яму, поздравляю. Практичные вы наши. Именно на вас, таких практичных и прагматичных, и держится еще все в нашем мире. А меч был передан в городской музей. Это сейчас мы видим на месте этого дома 4-этажный дом, а в ту пору это было одноэтажное здание. А вот еще одна известная история клада, когда он был обнаружен случайно горожанами в 1928 году. Газета «Глос правды Земли Гродненской» накануне 1 апреля 1928 года сообщила сенсационную новость. В ночь с субботы на воскресенье, проходивший по площади Свободы полицейский патруль, а сейчас это место – это площадь Тизенгауза. Так вот, патруль заметил недалеко от памятника Стелы Свободы, которая стояла здесь и сохранилась на старых фото, среди брусчатки какие-то отблески. Это очень заинтересовало полицейских, и они приблизились к этому месту, откуда шел свет. Подойдя, они увидели какую-то металлическую пластинку. После определенных усилий ее удалось выкопать. Оказалось, что это была круглая золотая монета толщиной около 2 мм с выбитыми на ней иероглифами. Полицейские поставили в известность городские власти, которые вызвали хранителя музея, господина Иотковского, и начались тщательные поиски. Копать пришлось довольно глубоко. И тут взору ошеломленных окружающих предстало несколько сотен старинных золотых монет. Недалеко от того места, где были обнаружены монеты, из земли выкопали большой сундук из неизвестного металла, в котором находились большое количество драгоценных старинных камней и несколько больших слитков из платины и золота. По телеграфу тогда были немедленно вызваны специалисты из Кракова и Варшавы для исследования найденных сокровищ. И в воскресенье в 13:00 газеты писали, что прибудут профессора из Варшавы и Кракова и проведут на площади Свободы исследования. До прибытия экспертов была организована охрана места обнаружения сокровищ силами гражданской стражи. Стражу возглавляют работники магистрата. Толпы горожан постоянно находятся на площади.
ведь часть обнаруженных сокровищ поступит в городскую казну, и Гродно получит многомиллионные субсидии, которые на сегодняшнем чрезвычайном заседании городской рады по председательством господина Цидика поставят направить на строительство и благоустройство города. Вот такая статья была написана в газете по поводу данного клада. Следующий, достаточно известный для горожан, кладов, о котором писали уже в наше время гродненские газеты, нашли не так давно. Это золотой клад с улицы 2 Трудовой, которую нашли в начале апреля 2018 года во время ремонта старого дома номер 3. Сейчас это здание имеет адрес Большая Троицкая, 40. Это медицинский центр. Когда будущий хозяин медцентра купил это здание, оно было двухэтажным, и тогда еще шутил, что при разборе обязательно что-нибудь да найдем, как предчувствовал. Хозяином здания в конце XIX века была еврейская семья, и здание, где нашли клад, было построено в 1894 году. Владельцем его был еврей Хаим. Во время Второй мировой войны этот дом находился на территории Гродненского гетто. Ценности были спрятаны в металлической коробке из-под табака. Она лежала в тайнике, оборудованном под балкой крыши. Коробку нашел один из строителей, когда разбирал крышу. Это были польские монеты межвоенного времени, монеты Российской империи, двукаты XVIII века и другие. Кроме монет в кладе были золотые кольца, цепочки, серьги, и самые необычные из украшений – это золотой медальон с обрезанными краями и перстень с мальтийским крестом. По предположениям, перстень мог принадлежать выпускнику Пажеского корпуса в Петербурге, где в XIX – начале XX веков готовили военных для службы императору. И уже сейчас перстень считается самой дорогой вещью клада. Общий вес золотых изделий – почти полкилограмма. И по предварительной оценке тогда шкатулка с ценностями стоила около $20 тысяч. После этого собственнику здания и строителю выплатили 25% от назначенной суммы, а сам клад признали историко-культурной ценностью и передали в фонды Гродненского историко-археологического музея. Ну что ж, идем дальше. Многим гродненцам знаком торговый центр с названием «Клад», что находится на улице Антонова, 4А. Такое название это здание получило не просто так. Как можно было догадаться, здесь также был найден клад. В 2016 году в доме по улице Антонова, который также находился на территории гетто уже номер 2, нашли горшок с 13 золотыми монетами Российской империи и несколько колец с выгравированными на них именами владельцев евреев. На украшениях были написаны имена Эфраим и Ревека, а также дата их бракосочетания, приблизительно 1920-е годы. Вероятно, в архивах можно найти более подробную информацию об этих людях, где они жили до войны, чем занимались, но можно только предположить, что люди спрятали свои ценности во время войны, когда находились в гетто. Тогда клад был оценен в $5000, половину из которых получили строители и владелец здания. Также здание получило говорящее название «Клад», ведь находка дала названию бизнес-центру. Следующая находка клада, найденного в Гродно, не имела большой материальной стоимости. Нашли его в 1993 году в Гродно на чердаке дома на Большой Троицкой улице во время реставрации. Принадлежал клад Исааку Капице, выходцу из еврейской семьи, полковому музыканту, который прошел всю Первую мировую войну. Клад состоял из иудейских культовых предметов и фотографий семьи Исаака Капицы. Он, покидая гетто и понимая, что скорее всего не выживет, спрятал в стене самое ценное, что у него оставалось – память о своей семье, чтобы хоть кто-то, когда найдет эти альбомы, вспомнил о нем. Можно ли оценить это в деньгах? Конечно же нет. Ведь память, она бесценна. И мне кажется, это скорее то нематериальное наследие, которое у нас остается после нас.
Вот такую историю о гродненских кладах мне захотелось вам рассказать. Несколько лет назад историко-археологический музей делал экспозицию о гродненских кладах, и тогда это все то, о чем я рассказываю, здесь можно было увидеть своими глазами. Мне кажется, эта тема интересна и сейчас, не потеряла своей актуальности, так что если сотрудники музея решат вновь выставить на всеобщее обозрение эти сокровища, то мы, все жители города, да и туристы, с удовольствием посетим эту выставку. А напишите, вы бы на такую пошли? И сегодня в нашем городе дома реставрируют, перестраивают, разбирают. Кто знает, может, нас ждет еще немало открытий. Ждем новых интересных экспозиций от сотрудников музея. Если видео понравилось, поставьте лайк, так как можно большее количество людей сможет его увидеть. Потому что YouTube, увы, продвигает только те видео, где есть реакции, лайк или комментарий. Так что пишите свои мысли, пожелания. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.